Глава 2231. Убийство стимбареров с человеческими лицами. Выражение лица Хань Ли осталось неизменным, и он просто поднял руку, прежде чем вытянуть ее вперед и развести пальцы. 5 шаров золотого света немедленно вырвались из кончиков пальцев, затем резко расширились, прежде чем объединиться в один, образовав золотой вихрь размером с колесо телеги. Вихрь начал вращаться, высвободив невидимую силу всасывания, втягивая в себя все встречные звуковые волны. Однако в этот момент стембарер с человеческим лицом также достиг Хань Ли, подобно призраку, и сразу же направил свои острые передние конечности в сторону Хань Ли в виде полос черного света. Глаза Хань Ли слегка сузились, увидев это, и он указал пальцем на вихрь перед ним. Вихрь тут же раздулся, прежде чем снова сжаться, а затем взорвался шаром золотого света. В следующее мгновение из золотого света вырвались бесчисленные лазурные нити, устремившиеся прямо к стембареру с человеческим лицом. В глазах стембарера с человеческим лицом появился злобный взгляд, и вместо того, чтобы принять меры уклонения, он еще быстрее двинул свои острые конечности в воздухе в сторону Хань Ли. Этот стембарер был полон решимости прорваться в своей атаке, даже ценой причинения себе вреда. Однако Хань Ли, естественно, не собирался этого допускать. Он взмахнул ладонью в воздухе, и перед ним мгновенно появилось около дюжины слоев световых барьеров. В следующее мгновение полосы черного света ударили по световым барьерам, пронзив их все, казалось бы, с легкостью, прежде чем поразить защитный духовный свет вокруг Хань Ли. Раздался резкий визг, похожий на звук металлического скрежетания по металлу, и кожа Хань Ли внезапно приобрела пурпурно-золотистый цвет, а по всему его телу также появились бесчисленные серебряные образования. В тот момент, когда полосы черного света ударили по его защитному духовному свету, все они мгновенно отразились. Этот защитный духовный свет был проявлен из происхождения истинных дьявольских искусств Хань Ли и мантры 100 меридианов очистки, и даже среднее существо Великого Вознесения не смогло бы проникнуть сквозь него. Это насекомое с человеческим лицом было очень грозным, но все же немного уступало по силе существу стадии Великого Вознесения. В этот момент лазурные нити проливным штормом обрушились на стембарера с человеческим лицом, моментально пронзив его экзоскелет. Стембарер издал тоскливый вой, из его тела хлынули бесчисленные струи темно-зеленой жидкости. Однако затем он издал низкий рев, и серый свет хлынул по всему его телу, после чего колотые раны начали быстро заживать со скоростью, заметной даже невооруженным глазом. Всего за несколько вдохов стембарер почти полностью оправился от травм. Хань Ли холодно усмехнулся, увидев это, затем поставил ручную печать, прежде чем произнести слово «порез». Лазурные нити, пронзившие тело стембарера, мгновенно превратились в лазурные летающие мечи, которые, как молнии, вращались вокруг головы стембарера. Гигантский стембарер был мгновенно обезглавлен, а лазурные летающие мечи вновь вонзились в его тело, разрывая его в клочья вместе с душой. Таким образом, 2 устрашающих стембарера с человеческими лицами были срублены в мгновение ика. Слабая улыбка появилась на лице Хань Ли, когда он вытащил свои мечи, и только тогда он перевел взгляд на другие сражения. Сделав это, он сразу же услышал вдалеке пронзительный визг. Стембарер, стоявший перед Селянь, был зажат в 3 ее серебряных кольцах и был полностью обездвижен. Затем Селянь выпустила вспышку белого света, которая аккуратно разрезала тело стембарера пополам. Как и ожидалось от идентичного близнеца Баахуа, Селянь определенно была более могущественной, чем средний уровень Великого Вознесения. Почти в тот же момент в другом направлении раздался сокрушительный грохот, и все пространство сильно содрогнулось. Хан Ли и Селянь поспешно обратили свое внимание в этом направлении и обнаружили, что на одном из краев площади появился гигантский кратер. Синий стембарер с человеческим лицом лежал на дне кратера, все его тело было обуглено до черноты. Его экзоскелет был полностью разрушен, а половина головы исчезла. По всему его телу была зеленая кровь, и оно было обездвижено из-за серии тяжелых травм. В воздухе над гигантским кратером парил Дао Ссе со своими гигантскими серебряными клинками в руках. Он бесстрастно посмотрел вниз, затем резко ударил своими гигантскими клинками вниз, и они мгновенно превратились в 2 толстые молнии, которые соединились в одну, образовав серебряное копье. Дао Ссе отдернул руку, прежде чем швырнуть молниеносное копье сверху вниз, и копье растворилось в воздухе под громкий раскат грома. В следующее мгновение в гигантском кратере раздался глухой стук, и копье вонзилось в тело стембарера, прежде чем яростно взорваться. Бесчисленные дуги серебряных молний мгновенно заполнили весь кратер, и, несмотря на то, насколько мощным было тело синего стембарера, он мог только смириться со своей кончиной, когда его тело было стерто из существования грозной молнией. Тем временем Дао Ссе сделал шаг вперед и внезапно исчез, прежде чем вновь появиться рядом с Хань Ли среди всплеска пространственных колебаний. «Отлично сделано, брат Се. Этот стембарер, с которым ты столкнулся, скорее всего, не менее силен, чем среднестатистическое существо стадии Великого Вознесения, но ты все равно смог убить его так быстро», — похвалил Хань Ли. «Оно все еще не может сравниться с настоящим существом стадии Великого Вознесения».
Однако среднестатистическому существу стадии Великого Вознесения будет очень трудно победить это насекомое, равнодушно ответил Даос Се. Действительно. Не говоря уже о том, насколько сильны эти стембареры, они сражаются, не заботясь о своей собственной жизни, и это то, с чем не может сравниться среднее существо стадии Великого Вознесения, сказал Хань Ли, и его улыбка слегка померкла. Правильно. Уважаемый Даос Люйши одержал там верх, но он не может победить этого стембарера из-за его почти самоубийственного стиля боя. Как насчет того, чтобы помочь ему? Сказала Селянь с улыбкой. Хань Ли бросил взгляд на Люйши, и, конечно же, Люйши изо всех сил пытался нанести смертельный удар последнему стембареру. На его лице появилась улыбка, и он уже собирался ответить Селянь, когда Люйши внезапно закричал. «Вам не нужно вмешиваться, товарищи даосы. Я более чем способен уничтожить это маленькое насекомое. Лазурь. Печать атласа». Люйши был очень смущен, увидев, что он единственный, кто все еще боролся со своим противником, и сразу же издал оглушительный рев, когда внезапно выпустил из рукава 9 одинаковых печатей из лазурного камня. Печати вращались в воздухе, прежде чем слиться воедино с его гигантской золотой печатью, преобразовавшись в массивную лазурную печать с бесчисленными золотыми рунами, вращающимися вокруг нее, которая затем рухнула на гигантского стембарера. Раздался громкий жужжащий звук, и сила законов на территории диаметром около километра была сметена. В результате стембарер с человеческим лицом внизу был немедленно обездвижен. Гигантская лазурная печать с ошеломляющей мощью налетела на него и мгновенно превратила стембарера в кучу фарша. Только тогда Люйши вздохнул с облегчением и сделал ручную печать, после чего гигантская печать была втянута обратно в его рукав. Однако в этот момент зеленая ци, вращающаяся вокруг его тела, немного истончилась, и его аура также стала немного слабее. Было ясно, что мощную способность, которую он только что использовал, нельзя было использовать регулярно. Итак, это была печать лазурного атласа. Она действительно настолько сильна, как утверждают слухи. Хоть это и не глубокое небесное сокровище, ее сила почти сравнима с таковой, сказала Селянь со слабой улыбкой. Мне стыдно признаться, что я не смог бы так быстро победить этого стембарера, если бы не прибегнул к одному из своих козырей, сказал Люйши с кривой улыбкой. Он ясно осознавал, что он самый слабый из 4, и это его весьма беспокоило. Теперь, когда о них позаботились, внутри не должно быть других стембареров. «Давайте войдем», — сказал Ханли, устремив взгляд в сторону холла. «Конечно, пойдем посмотрим», — с улыбкой согласилась Селянь. Люйши, естественно, тоже не возражал. Даос Се только молча кивнул, на его лице по-прежнему царило равнодушие. Таким образом, 4 из них немедленно направились к залу. Глава 2232. Подземный каменный лес. Как только они вошли в зал, выражения лиц Селянь и Люйши слегка изменились, когда они обнаружили груды костей, поврежденное оружие и доспехи, разбросанные за входом. Скорее всего, это были охранники, приставленные к этому подземному дворцу. Они, должно быть, были убиты королевой стембареров, как только она вырвалась из печати, вздохнула Селянь, прежде чем взмахнуть рукавом в воздухе, выпустив вереницу малиновых огненных шаров, которые испепелили все эти останки. Хань Ли перевел взгляд на поврежденное оружие, и его брови внезапно слегка нахмурились, когда он сделал хватательное движение. Мерцающий осколок лезвия меча тут же прилетел ему в руку, и он стал внимательно его рассматривать. На поверхности фрагмента клинка был глубокий след когтя, и казалось, что он был намеренно вырезан на лезвии. Хань Ли приложил больше усилий указательным и большим пальцами, чтобы сжать фрагмент лезвия, а также выпустил в него вспышку золотого света через кончики пальцев. В результате на фрагменте также появилась вмятина от пальца, глубина которой примерно равна следу от когтя. «Ты что-то обнаружил, уважаемый Даос Хань?» Заинтригованно спросила Селянь. «Посмотрите сами», — сказал Хань Ли, бросая ей фрагмент клинка. Селянь подняла руку, чтобы поймать предмет, и после лишь краткого осмотра она внезапно воскликнула. Высокая зенитная платина. Это оружие было усовершенствовано из высокой зенитной платины. Платина высокого зенита. Это чрезвычайно известный материал во всех сферах, и не так уж много материалов более надежных, чем он. Владельцу этого клинка должно быть очень повезло, что он получил такой большой кусок, сказал Люйши ошеломленно. Я не уверен, что им так уж повезло, учитывая, что они были убиты этими стембарерами. Если на данный момент оставить это в стороне, ваше физическое тело должно быть чрезвычайно мощным, чтобы оставить такую глубокую вмятину на таком материале. Насколько много своих сил ты только что использовал, уважаемый Даос Хань? Сказала Селянь, сжимая фрагмент между кончиками пальцев, но смогла оставить лишь очень легкую вмятину. Что касается Люйши, то он мог только покачать головой с кривой улыбкой, явно признавая свою слабость. Естественно, мне пришлось использовать значительную часть своей силы.
В противном случае я бы ни за что не смог оставить такую глубокую вмятину на этом материале. Интересно, какой Стэмбарер мог обладать телом, достаточно мощным, чтобы разрушить его? По крайней мере, это определенно не то, на что был бы способен один из тембров с человеческим лицом, с которыми мы столкнулись ранее, сказал Ханли с серьезным выражением лица. Эти стэмбареры с человеческими лицами уступали нам по силе, так что они определенно не могли этого сделать. Может быть, это сделала королева стэмбареров. Лицо Люиши слегка побледнело, когда ему пришла в голову эта мысль. Скорее всего, нет. Учитывая невероятные силы королевы стимбареров, она ни за что не сможет сражаться с группой стражников лично, сказала Селянь, покачав головой. Значит, в этом подземном дворце должны быть стембареры, даже более могущественные, чем те с человеческими лицами, размышлял Ханли. Похоже на то, смиренно вздохнула Селянь. Не стоит слишком беспокоиться, коллеги Даосы. Даже если стембареры такого калибра существуют, их наверняка не будет слишком много. Всего в этот земной дворец вошли более 40 товарищей даосов. Этого определенно будет достаточно, чтобы справиться со всеми этими стембарерами, оптимистично сказал Люйши. Эти стембареры действительно должно быть чрезвычайно редки. В противном случае Баахуа и Юань-Янь смогли бы собрать о них больше информации. Возможно, их всего несколько, согласилась Селянь. В таком случае бояться нечего. Давайте сначала рассмотрим нарушенные ограничения, коллеги даосы, сказал Ханли. После этого он и Даос все двинулись дальше в зал. Селянь и Люйши обменялись взглядами и последовали за ними. Некоторое время спустя Хань Ли и остальные находились в комнате в центре зала, обсуждая что-то, стоя вокруг формации, охватывающей всю комнату. Гигантское образование казалось чрезвычайно сложным и глубоким, но было ясно, что часть его не так давно была насильственно изменена. Была еще одна часть, которая была полностью разрушена, поэтому вся формация выглядела неузнаваемо. Уважаемая Даос Селянь, как ты думаешь, ты сможешь восстановить эту формацию? Спросил Люйши, плотно нахмурив брови. У меня есть план этой формации, но я не думала, что она будет существенно изменена. Если бы у меня было достаточно времени, я бы смогла вернуть ее в исходное состояние, но Баахуа не дала нам так много времени, ответила Селянь с кривой улыбкой. Тогда у нас проблемы. Я не эксперт в построении, поэтому здесь я ничем не смогу помочь, вздохнул Люйши. Если у нас есть первоначальный проект, то я могу вам помочь. Коллега Даос Баахуа только попросила нас устранить ограничения в меру наших возможностей. Позвольте мне взглянуть на проект и посмотреть, сможем ли мы как-нибудь сделать так, чтобы ограничение временно сработало без его полного ремонта, сказал Ханли. Ты тоже знаком с формациями, брат Хань? Было бы здорово, если бы мы могли это сделать, воодушевленно сказала Селянь. Говоря это, она перевернула руку, а затем бросила полупрозрачный нефритовый осколок в сторону Хань Ли. Хань Ли поймал нефритовый осколок, прежде чем вложить в него свой духовный смысл, и, конечно же, внутри него находился чрезвычайно сложный проект формирования. Таким образом, Хань Ли и Селянь начали разрабатывать план ремонта, в то время как Дао Се и Люйши стояли на карауле возле зала. Благодаря опыту Хань Ли в построении формирований и имеющемуся чертежу ему потребовалось меньше полдня, чтобы придумать план ремонта. Селянь выслушала его план и тщательно обдумала его, затем с ликующим выражением кивнула, определив, что это разумный план. Она немедленно вытащила некоторые материалы из своего браслета для хранения и вместе с Хань Ли начала ремонтировать гигантское образование. На протяжении всего процесса ремонта они оба были предельно внимательны и осторожны. Ведь даже малейшая ошибка могла активировать все ограничения в подземном дворце и даже разбудить королеву стимбареров. В конце концов, им двоим потребовались день и ночь, чтобы наконец восстановить построение. Селянь наложил на формацию заклинательную печать, после чего по всему залу разнесся жужжащий звук, а также появились слои нежного белого света. В то же время по комнате распространился взрыв глубоких энергетических колебаний, а затем бесследно исчез. Готово. Твой план действительно осуществим, брат Хань, сказала Селянь, повернувшись к Хань Ли с улыбкой. Поскольку проблем нет, нам просто нужно дождаться сообщения от Баахуа, прежде чем мы полностью активируем ограничения. Интересно, смогут ли другие наши коллеги-даосы также выполнить свои миссии вовремя? Хань Ли сказал с улыбкой. Согласно плану Баахуа, мы должны получить от нее сообщение самое позднее через полдня. Давайте сейчас помедитируем и восстановим немного энергии. Скоро нам может грозить ожесточенная битва. Хань Ли кивнул, подняв руку, чтобы выпустить талисман с посланием, сообщающий Даосу Се и Люйши о том, что происходит, затем подошел к углу зала, прежде чем сесть, чтобы медитировать. Селянь сделала то же самое, и несколько мгновений спустя две полосы света, одна лазурная и одна серебряная, влетели в комнату, прежде чем она тоже села медитировать. Таким образом, несколько часов пролетели как одно мгновение,
И именно в этот момент Хань Ли внезапно открыл глаза, как и все остальные в комнате. Земля внезапно начала дрожать без всякого предупреждения, и столб белого света внезапно вырвался из формации на земле и в мгновение ока исчез в потолке. В то же время весь подземный дворец начал трястись и вибрировать, а в определенном укромном месте подземного дворца из земли вырвался ряд высоких каменных колонн, образовав массивный каменный лес. Глядя сверху вниз, можно сказать, что каменный лес имел прямоугольную форму. В центре образования находились 8 медных столбов, и эти столбы были не только пронизаны ржавчиной, но и на их поверхности был написан неразборчивый древний текст, а над каждой колонной парил шар света. Внутри каждого из этих светящихся шаров находилась малиновая лампа, 7 ламп уже погасли, а в последней все еще горело слабое желтое пламя. В центре площади, окруженный 8 медными колоннами, находился малиновый жертвенный алтарь высотой более 100 футов. На вершине алтаря стояла чернильно-черная чаша, вокруг которой вращалась черная ци, вызывая тревожное ощущение. Из чаши внезапно раздалось зловещее кудахтанье. Что происходит? Мы еще не активировали формацию, как она активировалась сама по себе. Селянь закричала, и ее лицо тут же побледнело. Выражения лиц Люйши и Хань Ли также значительно потемнели. Они не знали, что произошло, но было ясно, что что-то пошло не так. «Давайте уйдем отсюда. Мы больше не можем полагаться на первоначальный план. Нам нужно как можно быстрее воссоединиться со всеми остальными», — решил Хань Ли. Затем он махнул рукой в сторону Даоса Се, прежде чем улететь полосой лазурного света, а Даос Се последовал за ним, как полоса серебряного света. Селянь и Люйши переглянулись, и последний спросил: «Что нам делать, уважаемая Даос Селянь? Должны ли мы следовать за ними?» Брат Хань прав, что-то явно пошло не так, поэтому оставаться здесь было бы неразумно. «Давайте сначала уйдем отсюда и выясним, что происходит», — сказала Селянь. Затем она взмахнула рукавом в воздухе и улетела в виде цветочной проекции. Глава 2233. Заветная пластина духа Феникса. Люйши мог лишь слегка вздохнуть и последовать за ним. В этот момент Хань Ли и Даос Се летели по узкому проходу, направляясь в сторону, где толчки были самыми сильными. Несмотря на то, что ограничение на полет все еще действовало, Хань Ли все еще мог летать на довольно высокой скорости за счет дополнительных затрат магической силы. Хань Ли провел своим духовным чутьем по коридору, и его брови сразу же слегка нахмурились. В гладких на вид стенах коридора появилось бесчисленное количество трещин, и их количество быстро увеличивалось. Казалось, этот подземный дворец не сможет долго продержаться. В этот момент толчки впереди стали еще более сильными, и казалось, что весь дворец может рухнуть в любой момент. Внезапно впереди появился перекресток, и Хань Ли без каких-либо колебаний свернул в новый проход. Его тут же встретили 2 черных стембарера с человеческими лицами, которые кинулись прямо на него, и казалось, что эти 2 стембарера ждали там довольно долгое время. Хань Ли холодно хмыкнул, увидев это, и на его предплечье внезапно появился зеленый след меча, после чего в его руке мгновенно появился зеленый длинный меч длиной около 3 футов, прежде чем он ударил по паре приближающихся стембареров. Ци мирового происхождения в окрестностях немедленно пришла в бешенство, и на проход обрушился взрыв огромной силы законов. Вокруг 2 стембареров с человеческими лицами вспыхнули странные энергетические колебания, и они были немедленно обездвижены, а затем разрезаны пополам, прежде чем они даже успели осознать, что произошло. Хань Ли в мгновение ока появился позади 2 стембареров с человеческими лицами, после чего расчлененные тела стембареров внезапно загорелись. Хан Ли не хотел здесь задерживаться, поэтому он использовал свой глубокий меч Небесного Духа, чтобы сразу же убить 2 стембареров с человеческими лицами. На своей нынешней базе совершенствования он смог использовать часть силы глубокого небесного сокровища, даже не раскрывая свое телосложение святой Нирваны. Выражение лица Даоса Се немного изменилось, когда он увидел это, но он продолжал молчать, продолжая следовать за Хань Ли. После этого они оба не встретили никаких стембареров и через долгое время наконец вышли из прохода в огромную подземную пещеру. Пол пещеры был покрыт слоем мелкого серебристого песка, но потолок пещеры был выложен острыми, как бритва, сталактитами. Недалеко от входа в проход находилось облако серого тумана, источавшего слабый аромат сандалового дерева, а перед морем тумана в настоящее время парило несколько гуманоидных фигур, одной из которых была никто иная, как Баахуа. В настоящее время она оценивала серый туман с оттенком недоумения в глазах, и в тумане было неясное лицо, которое, казалось, общалось с Баахуа посредством передачи голоса. Позади Баахуа стоял Хэйэ и несколько других существ в стадии Великого Вознесения. Все они были немедленно предупреждены о прибытии Хань Ли и Даоса Се, но их выражения быстро смягчились, когда они поняли, что прибыли еще союзники. «Что происходит? Где все остальные наши собратья Даосы?» — спросил Хань Ли, направляя свое духовное чувство к облаку серого тумана. «Мы тоже не совсем уверены в том, что произошло».
Баахуа в настоящее время общается с духом древней печати, чтобы узнать, что происходит. Что касается всех остальных, вы двое прибыли первыми, а обычный на вид пожилой мужчина ответил с мрачным выражением лица. «Это дух древней печати?» — спросил Ханли, задумчиво глядя на лицо в тумане. Прямо в этот момент Баахуа, казалось, завершил общение с лицом в тумане, и последнее быстро рассеялось. «Я рада, что ты здесь, брат Хань, уважаемый Дао Се. Пожалуйста, окажите мне свою помощь», — сказала Баахуа с серьезным выражением лица. «Вы до сих пор не рассказали мне, что здесь происходит, уважаемая Даос Баахуа», — сказал Ханли, всматриваясь в море тумана. Сила древней печати вышла из-под контроля. Как сила печати, ограничивающая королеву стимбареров, так и сила, захватившая в ловушку уважаемого Даоса Юань-Яня и других, внезапно значительно ослабла, и не только пробуждение королевы стимбареров неизбежно, все наши попавшие в ловушку собратья Даосы также находятся в большой опасности. Первое, что собирается сделать королева стимбареров после своего пробуждения, это определенно убить Юань-Яня и остальных. Потеряв так много энергии, древняя печать вот-вот упадет. Подземный дворец тоже на грани разрушения, вздохнула Баахуа. Что? Как это произошло? Мы еще ничего не сделали. Может ли быть так, что одна из групп товарищей даосов допустила ошибку при исправлении своего ограничения? Спросил краснолицый мужчина с встревоженным выражением лица. Вы узнали, что произошло от духа древней печати, уважаемая Баахуа? Он должен знать, что привело к этому, спросил пожилой мужчина. Я спросил об этом дух древней печати, но он тоже не знает, что происходит. Он мог только чувствовать, что его сила была отнята чем-то или кем-то. Однако он уже согласился телепортировать нас туда, где находится королева стимбареров, поэтому мы можем атаковать ее до того, как она проснется. Тем самым мы сможем остановить ее и выиграть другим нашим собратьям-даосам больше времени, чтобы спасти всех, кто оказался в ловушке. Похоже, нам придется покинуть наш первоначальный план, сказала Баахуа с кривой улыбкой. Что? Ты говоришь, что мы должны пойти и напасть на королеву стимбареров? Ты серьезно, уважаемая Даос Баахуа? Воскликнула женщина в черной мантии. Выражения лиц остальных тоже немного изменились, когда они услышали это. Все будьте уверены, я предлагаю это не просто так. Я узнала от духа древней печати, что королеве стимбареров пришлось заплатить высокую цену, чтобы поймать Юань-Яня и остальных. Если она проснется, то она не сможет восстановить большую часть своих сил, и она будет далеко не такой грозной, как обычно. Дух древней печати также пообещал мне, что он будет использовать все оставшиеся силы и поможет нам. Кроме того, перед поездкой я одолжила глубокое небесное сокровище, которое особенно эффективно против насекомых, так что есть очень хороший шанс, что мы добьемся успеха, объяснила Баахуа. Услышав это, всеобщее беспокойство немного уменьшилось. Однако это был вопрос жизни и смерти, поэтому они все еще не решались согласиться на этот план. Баахуа видела беспокойство в глазах каждого и была вынуждена принять решение. «Я знаю, что вы все не желаете идти на такой риск, но вы должны подумать обо всех своих пойманных братьях. Даос Медная Ворона и другие находятся прямо возле того места, где оказались в ловушке Юань-Янь и остальные. Даже если мы не можем убить королеву стимбареров, мы можем выиграть им немного времени, чтобы спасти всех. Кроме того, у меня есть кое-что для всех вас. Имея все эти вещи в своем распоряжении, даже если мы окажемся не равней королеве стимбареров, мы еще сможем уйти». Как только ее голос затих, она подняла рукав, чтобы направить полосу красного света в сторону каждого из ее спутников. Все рефлекторно уловили полосы красного света и обнаружили, что это были малиновые формационные пластины со сложными узорами, выгравированными на их поверхности. Хань Ли мог чувствовать пространственные колебания, исходящие от формирующей пластины в своей руке, и, перевернув пластину, он обнаружил, что там был чрезвычайно замысловатый и реалистичный узор из перьев. Это драгоценные пластины духа Феникса, которые могут мгновенно телепортировать вас на сотни тысяч километров. «Вам, должно быть, очень повезло, что вы получили эти сокровища», — воскликнул пожилой мужчина, и его глаза загорелись восторгом. Это действительно заветные пластины духа Феникса. Я слышала, что их можно усовершенствовать только с использованием настоящих перьев небесного Феникса. Они способны телепортировать сквозь все ограничения и формации, и, по сути, они эквивалентны дополнительным жизням. Воскликнула женщина в черной мантии. Нет никакой ошибки. Однажды во время аукциона я видел заветную пластину духа Феникса, и ее внешний вид и аура были идентичны этим, подтвердил пожилой мужчина. Хорошо, поскольку уважаемая Даос Баахуа готова предложить такие драгоценные сокровища, я соглашусь на этот план. Даже если я в конечном итоге не воспользуюсь им, я не собираюсь его возвращать. Сказал краснолицый мужчина, и в его глазах мелькнул намек на жадность.
Глава 2234. Гвоздь императора Земли. «Я дарю вам эти сокровища в качестве подарков, поэтому я, естественно, не собираюсь забирать их обратно», сказала Баахуа с улыбкой. «Имея в своем распоряжении эти сокровища и глубокое небесное сокровище, способное подавлять насекомых, я уверен, что мы сможем справиться с королевой стимбареров». «Я тоже иду», — сказал пожилой мужчина. Женщина в черной мантии тоже слегка кивнула после краткого размышления. Баахуа была в восторге, увидев это, но Ханьли был тем, кого она здесь уважала больше всего. «А как насчет тебя, брат Хань?» «Я, конечно, не могу отступить сейчас, когда все остальные согласились уйти», ответил Ханьли, убирая свою табличку формирования. С его нынешними способностями и коллекцией сокровищ он сможет обеспечить самосохранение даже против настоящего бессмертного, не говоря уже о сильно ослабленной королеве стимбареров. «Хорошо, я немедленно попрошу дух древней печати телепортировать нас туда. Два наших товарища Даоса из Царства Черной Ночи также должны быть в этой области, и их включение еще больше увеличит наши шансы на успех», сказала Баахуа с улыбкой. Сразу после этого она бросила заклинательную печать в серый туман впереди, и туман расступился, открыв путь. Баахуа без колебаний двинулась по тропинке, и все остальные тоже поспешно последовали за ней. Вскоре после этого все вышли на просторную площадку с серой телепортационной формацией на земле. Голос был слышен со всех сторон, как будто кто-то им что-то говорил, но только Баахуа, казалось, смогла понять, что было сказано, и кивнула, прежде чем с торжественным выражением лица пройти в строй. Все остальные мгновения колебались, прежде чем тоже войти в строй. Как только все вошли в формацию, она активировалась сама по себе, и вся группа исчезла во вспышке духовного света. Тем временем чернильно-черная чаша на жертвенном алтаре в таинственном каменном лесу внезапно слегка задрожала, и послышался слабый мужской голос. Итак, эти люди планируют нацелиться на эту королеву стимбареров. Хе-хе, как глупо. Они полностью переоценили себя. Мне нужно как-то сохранить эту дуру живой, так что, похоже, у меня не будет другого выбора, кроме как использовать эту штуку. Затем раздался несчастный вздох, как будто приносилась важная жертва. Затем в воздухе раздался металлический звон, и над алтарем появились 8 тонких серебряных цепей. Один конец каждой цепи был соединен с краем чаши, а другие концы были соединены с лампами на 8 медных столбах. Изнутри чаши послышалось неразборчивое пение, и цепь, соединенная с единственной горящей лампой, начала слегка дрожать. Внезапно на лампе появились бесчисленные крошечные золотые руны, которые быстро потекли по цепочке к алтарю, а затем исчезли в черной чаше. Черный туман вокруг чаши начал сгущаться, и внезапно вырвалась чрезвычайно устрашающая аура, которая только становилась все более мощной. Так вот, где проживает королева стимбареров, размышлял Ханьли, осматривая окрестности с удивленным выражением лица. Все остальные существа стадии Великого Вознесения, кроме Баахуа, также были весьма ошеломлены увиденным. В настоящее время они находились в безграничном океане, который простирался во всех направлениях, насколько хватало глаз. Это не иллюзия. Что происходит? Это место в подземном дворце? Спросил пожилой мужчина, нахмурив брови. Конечно, нет. Подземный дворец далеко не так велик, чтобы вместить такой огромный водоем, ответила Баахуа, покачав головой. Тогда что это за место? Нас телепортировали из первоначального запечатанного места. Спросил краснолицый мужчина. Я так не думаю. В противном случае наше духовное чувство больше не было бы ограничено, сказала женщина в черной мантии, явно уже испытав здесь свою духовную силу. Внезапно Хань Ли спокойно сказал. Все, пожалуйста, посмотрите вверх. Вверх. Я уже посмотрел, кажется, ничего страшного, сказал пожилой мужчина, снова глядя на серое небо. Женщина в черной мантии и краснолицый мужчина тоже озадаченно посмотрели вверх. Однако намек на просветление появился в глазах Баахуа, когда она посмотрела в небо, и прямо в этот момент Хань Ли взмахнул пальцем вверх, выпустив лазурную проекцию меча длиной в несколько тысяч футов. Серый свет во всем небе начал яростно вспыхивать, и внезапно раздался пронзительный визг. Проекция лазурного меча как будто грозилась расколоть все небо на части, но после того, как лазурный свет погас, небо осталось нетронутым, а вверху появилось чернильно-черное образование, охватывающее практически все небо. Формирование состояло из бесчисленных черных рун разного размера, а в центре формации находилось неподвижное белое насекомое размером с гору. У насекомого было чистое и безупречно белое тело, а его голова была погружена глубоко в собственное тело, что делало невозможным разглядеть его внешний вид. Однако своим округлым корпусом оно напоминало массивного тутового шелкопряда. Как ни странно, хотя гигантское насекомое, казалось, спало глубоким сном, вокруг его тела медленно струились золотые руны. «Это королева стимбареров», — воскликнула женщина в черной мантии.
Рыжеволосый мужчина и пожилой мужчина тоже были очень встревожены, увидев это, и немедленно заняли оборонительную позицию. Напротив, Баахуа была очень спокойна, когда она сказала: «Не нужно беспокоиться, коллеги даосы, этому насекомому все равно потребуется некоторое время, чтобы проснуться, поэтому мы не будем предупреждать его, пока не сделаем что-нибудь опрометчивое. Похоже, это пространственный разлом, который открыла королева стимбареров, поэтому наши товарищи даосы из царства Черной Ночи не смогут присоединиться к нам здесь. С силой королевы стимбареров она действительно сможет открыть пространственный разлом. Это объясняет, почему это место все еще находится под влиянием силы печати», сказал пожилой мужчина, и выражение его лица слегка смягчилось. «Я чувствую, что без помощи наших товарищей даосов из царства Черной Ночи нам немного не хватает численности. Как насчет того, чтобы найти выход из этого места и привести сюда и этих двух товарищей даосов?» предложила женщина в черной мантии. «Так не пойдет. Королева стимбареров вот-вот проснется. Если мы так безрассудно входим и выходим из этого пространства, она, скорее всего, сразу же проснется. Я уверена, что именно поэтому наши коллеги-даосы из царства Черной Ночи воздержались от подобных действий. В конце концов, у них нет такого преимущества, как возможность телепортироваться в это пространство, используя силу древней печати, как у нас», сказала Баахуа. Прямо в этот момент Хань Ли внезапно сказал: «Давайте прекратим болтовню и поспешим, пока королева стимбареров все еще спит. Если мы сможем серьезно ранить ее здесь, это будет лучшим исходом. Ты смотришь на нас свысока, уважаемый Даос Хань. Если мы объединим наши силы, даже настоящий бессмертный, скорее всего, будет сражен, если его застанут врасплох», сказала женщина в черной мантии с оттенком неудовольствия в глазах. Если бы королеву стимбареров было так легко убить, истинные бессмертные уже убили бы ее, а не запечатали. Я всегда готовлюсь к худшему во всем, что делаю», ответил Хань Ли холодным голосом. Выражение лица женщины в черной мантии потемнело, когда она услышала это, и она уже собиралась ответить снова, когда Баахуа вмешалась. «Давайте не будем спорить между собой, коллеги даосы. Все, что мы можем сделать, это атаковать изо всех сил, а остальное будет все зависеть от удачи. Сказав это, лучше перестраховаться, чем сожалеть, поэтому нам не только нужно атаковать всех одновременно, я также собираюсь использовать то глубокое небесное сокровище, которое я одолжила. Если у кого-то из вас есть у вас в рукавах мощные козыри, сейчас самое время их использовать. Возможно, королева стимбареров даст нам только эту единственную возможность». «Вы правы, коллега Даос Баахуа», сказал пожилой мужчина и кивнул в знак согласия. Больше никто не возражал. Таким образом, Баахуа глубоко вздохнула, прежде чем сложить ручную печать, и позади нее во вспышке розового света появилась массивная проекция розового цветочного дерева. В то же время она медленно подняла руку, а затем раздвинула пальцы, чтобы вызвать огромный ржавый желтый гвоздь. Гвоздь был всего около полфута в длину, а его поверхность была испещрена ямками и неровностями, а также какими-то нечеткими духовными узорами. Судя по тому, насколько ветхим он выглядел, казалось, он как будто был закопан в землю на бесчисленные годы. Однако Баахуа держала предмет очень осторожно и сказала торжественным голосом: «Этот гвоздь императора Земли содержит в себе силу законов царства Земли. Любой, кого ударит этот гвоздь, не сможет использовать ни один из способностей атрибутов Земли. И если я правильно помню, основная сила королевы стимбареров связана с атрибутом Земли. Если я успешно ударю королеву стимбареров этим гвоздем, она не сможет использовать большую часть своих способностей. В этом случае она сможет противостоять нашим атакам только своим физическим телом, и это никоим образом не закончится для нее хорошо». Баахуа на мгновение сделала паузу, прежде чем продолжить, однако королева стимбареров невероятно сильно освоила законы неба и земли, связанные с земными атрибутами, поэтому я не могу точно сказать, как долго гвоздь императора Земли сможет ограничивать его. Поэтому, как только я высвобожу это сокровище, пожалуйста, атакуйте без каких-либо колебаний. Будьте уверены, уважаемая Даос Баахуа, наши жизни тоже на кону, поэтому мы определенно не будем относиться к этому легкомысленно», ответил пожилой мужчина. Все остальные тоже согласились. Глава 2235. Комбинированная атака. Хорошо, в качестве меры предосторожности я сначала свяжусь с духом древней печати и заставлю его сосредоточить всю свою силу здесь, чтобы ограничить королеву стимбареров и замаскировать то, что мы здесь делаем, сказала Баахуа. Затем она наложила странную ручную печать и начала что-то повторять, и лицо в тумане внезапно появилось снова, без всякого предупреждения. Губы Баахуа дрожали, когда она общалась с лицом посредством голосовой передачи, и вскоре после этого затуманенное лицо снова исчезло. Почти в тот же момент Хань Ли и остальные внезапно почувствовали неописуемое чувство давления. Они поспешно осмотрели себя и с облегчением обнаружили, что это давление не оказывает на них существенного влияния.
В этот момент вокруг Баахуа появилось бесчисленное количество серых рун, и они быстро окутали ее, оставив видимым снаружи лишь размытый силуэт ее тела. Как ни странно, как только серые руны окружили Баахуа, ее аура полностью исчезла. Она все еще стояла на том же месте, но была совершенно неуловима духовным чувством, как будто слилась воедино со всем этим пространством. Сила древней печати полностью скрыла мою ауру, поэтому, как бы близко я ни подобрался к королеве Стимбареров, она не сможет меня обнаружить. Я собираюсь атаковать сейчас. Пожалуйста, приготовьтесь все, сказала Баахуа. Пожилой мужчина кивнул, прежде чем вызвать белый нефритовый значок, который появился во вспышке духовного света. Поверхность значка была чрезвычайно сложной, на ней были выгравированы бесчисленные изображения духовных зверей. Это знак мириад зверей. Согласно легендам, это сокровище, которое выпало из царства истинных бессмертных в древние времена. Тогда многие существа стадии Великого Вознесения сражались за это сокровище. Я не думала, что оно окажется в твоей собственности. Воскликнула женщина в черной мантии. «Хе-хе, мне очень повезло, что я получил это сокровище», сказал пожилой мужчина слегка самодовольно. В глазах краснолицего мужчины появился намек на зависть, в то время как Хань Ли с заинтригованным выражением лица оценивал значок. «Благодаря этому значку «Мириад зверей» наши шансы на успех еще больше повысятся», воодушевленно сказала Баахуа. В этот момент женщина в черной мантии и краснолицый мужчина тоже призвали свои сокровища. Женщина открыла рот, чтобы выпустить черниль на черное копье, в то время как мужчина создал гигантский белый костяной клинок с бесчисленными малиновыми узорами духов, выгравированными на его поверхности. Духовный свет, испускаемый двумя сокровищами, был ими насильственно подавлен, но устрашающие ауры, которые они испускали, ясно указывали на то, что они оба были чрезвычайно могущественными сокровищами. «Брат Се, достань все, что у тебя есть», сказал Хань Ли Даосу Се через голосовую передачу. Даос Се бесстрастно кивнул, затем поднял руку, чтобы вызвать серебряную бусину. Раздался глухой стук, и из бусины вырвались бесчисленные дуги молний, прежде чем сформировать шар молнии. Первоначально шар молнии был размером всего с человеческую голову, но по мере того, как он медленно поднимался в воздух, он раздулся до размеров дома. После этого Даос Се держал шар молнии одной рукой и оставался неподвижным на месте. Тем временем Хань Ли наложил ручную печать, и его проекция дьявола истинного происхождения появилась среди вспышки золотого света, затем превратилась в золотое тело, а затем слилась в одно целое с Хань Ли. Яркий пурпурно-золотой свет излучался, и тело Хань Ли приобрело мерцающий золотистый цвет. В то же время бесчисленные узоры серебряного духа появились по всей его коже, прежде чем образовать серию серебряных образований. После этого Хань Ли сделал хватательное движение, и в его руке появился зеленый длинный меч длиной около 3 футов. Всего лишь легким движением его запястья раздался жужжащий звук, и даже Цимира начала колебаться под действием меча. Это было не что иное, как меч удара глубокого небесного духа. Перед лицом такого грозного существа, как королева Стимбареров, Хань Ли не осмелился сдерживаться и сразу же выпустил свой главный козырь. Баахуа раньше видела, как Хань Ли использовал меч удара глубокого небесного духа, поэтому она не удивилась, увидев его снова. Однако внимание всех остальных сразу было привлечено к мечу, и было видно, что они уже догадались, что это такое. Однако, прежде чем кто-либо из них успел задать какие-либо вопросы, Баахуа внезапно наложила ручную печать и исчезла на месте. В следующее мгновение Баахуа снова появилась на расстоянии менее 200 футов и подняла гигантский гвоздь обеими руками. Все остальные немедленно отвлеклись от меча Хань Ли и сосредоточились на поставленной задаче, начав вливать свою силу в призванные ими сокровища. Все они готовились нанести удар в тот момент, когда гвоздь Императора Земли вонзился в тело королевы Стимбареров. В этот момент королева Стимбареров все еще спала, ничего не замечая. Слабый серебряный свет вспыхнул в глазах Баахуа, когда она пристально посмотрела на королеву Стимбареров, и внезапно в ее глазах появился свирепый взгляд, когда гвоздь Императора Земли вылетел в виде полосы желтого света. Гвоздь с легкостью пронзил черное образование, затем вонзился в тело королевы Стимбареров, а затем вернулся в свою первоначальную форму. Желтый свет вырвался из гигантского гвоздя во всех направлениях, и эти пряди желтого света расплылись, прежде чем исчезнуть в теле королевы Стимбареров. «Все, чего вы ждете?» Баахуа была в восторге, когда она громко вскрикнула, позади нее появилась массивная проекция цветочного дерева, а затем взорвалась бесчисленными розовыми цветочными лепестками, которые устремились к королеве Стимбареров. В то же время Хань Ли и другие тоже начали действовать. Пожилой мужчина подбросил свой нефритовый значок высоко в воздух, и он превратился в белые нефритовые ворота, изнутри которых вылетело бесчисленное количество зверских проекций. Тем временем женщина в черной мантии произнесла заклинание, и ее черное копье тут же вылетело в виде полосы черной молнии. Что касается краснолицего человека, то он взмахнул своим гигантским костяным клинком в воздухе, и над королевой Стимбареров вспыхнули пространственные колебания,
после чего появилась массивная проекция клинка длиной более 10 тысяч футов, прежде чем рухнуть с разрушительной мощью. Вспышка огромной невидимой силы опустилась рядом с проекцией клинка, и в тот же момент рядом с ним появился гигантский шар молнии. Затем шар молнии превратился в массивную серебряную сеть молний, которая окутала все тело королевы Стимбареров внизу. Эти атаки были действительно необычайно быстрыми, но они все равно совершались немного медленнее, чем атака Ханьли. Серебряные образования по всему телу Ханьли издали слабый жужжащий звук, когда он разрезал воздух своим мечом удара глубокого небесного духа, выпустив зеленую нить, которая мгновенно растворилась в воздухе. В следующее мгновение ци начала мира над королевой Стимбареров задрожала, и зеленая линия опустилась, разрезав ее гористое тело пополам. Сразу после этого также прибыли проекция гигантского клинка, серебряная сеть молний, буря лепестков цветов, черная молния и проекции духовных зверей. Раздалась череда потрясающих взрывов, и чернильно-черное образование мгновенно разорвалось на части. Бесчисленные проекции цветочных лепестков пронеслись в воздухе, как острые лезвия, а за ними были бесчисленные проекции духовных зверей, которые окружили королеву Стимбареров, прежде чем взорваться в быстрой последовательности. Мощные ударные волны прокатились во всех направлениях, и наружу распространилась серия ореолов. Шквал атак мгновенно затопил все тело королевы Стимбареров, и на протяжении всего процесса она оставалась совершенно неподвижной, как будто ее действительно убили во сне. Однако Хань Ли и остальные не только не были в восторге от этого, их лица мгновенно побледнели. Все эти существа стадии Великого Вознесения имели обширный боевой опыт, и хотя они были очень уверены в своих атаках, они определенно не были настолько наивными, чтобы поверить, что широко известную королеву Стимбареров можно будет убить так легко. После того, как пыль улеглась, тело гигантской королевы Стимбареров исчезло, оставив только черный кристалл размером с кулак, парящий в воздухе. Ржавый гвоздь был воткнут глубоко в кристалл, и, увидев это, всех поразило ощущение, пробирающее до костей. Что-то не так. Нам нужно выбираться отсюда. Решительно закричала Баахуа, поворачивая руку, чтобы достать формирующую пластину, которую она тут же раздавила.